Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание понедельнику, поговорим о том, что нельзя делать в понедельник, а также какие слова нужно говорить для того, чтобы вся неделя прошла у вас удачно и благополучно. Далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, понедельник не просто так называют тяжелым днем. И не только потому, что с него начинается, как правило, трудовая неделя. В это время бразды правления берет Луна, а это покровитель этого дня. Поэтому люди часто ошибаются из-за непродуманных шагов. Но наши советы и рекомендации помогут вам избежать всевозможных неприятностей. Итак, в понедельник нельзя начинать новые дела, потому что они, к сожалению, будут обречены на неудачу. Начало недели, помните, это не время для деловых соглашений и важных финансовых операций. В этот день, в понедельник, любые попытки изменить жизнь будут сталкиваться с непреодолимыми трудностями или становиться причиной ряда нежелательных событий. В понедельник нельзя грустить, нельзя ссориться, иначе негативные эмоции будут сопровождать аж до воскресенья, мешая вам сосредоточиться на работе и радоваться жизни. Начало недели – это самое ответственное время, поэтому в этот день важно следить за своими эмоциями и не омрачать голос разума. В понедельник нельзя звать или принимать нежелательных гостей, иначе в течение всей недели вам придется общаться с людьми, которых вам действительно видеться не хочется. В понедельник нельзя планировать путешествие или дальнюю дорогу, поскольку во время пути будет высока вероятность возникновения различных неприятностей. Как мы уже сказали, нельзя начинать ничего нового, иначе ничего хорошего тоже не получится в вашей жизни. В понедельник лучше всего заниматься разгребанием текущих дел, чтобы при начинании нового не тратить дополнительную жизненную энергию. Помните, нельзя в понедельник давать в долг, даже если вас очень сильно просят. В противном случае может это привести к безденежью всю следующую неделю. И вы знаете, многие люди придерживаются народных примет, и они делают это не зря, потому что таким образом они не только защищают себя от неприятностей, от всевозможных проблем, бед, но и чтят память своих предков. Как мы уже сказали, понедельник находится под влиянием Луны, благодаря чему человек в этот день становится пассивным и бездейственным. Поэтому все свои начну диету с понедельника, или рано встану в понедельник, или, например, брошу какие-то вредные привычки с понедельника, лучше отложить. Также в этот день не стоит мириться с друзьями и знакомыми, если вы в ссоре, иначе просто поссоритесь еще больше. В понедельник нужно созерцать, а не действовать. Запомните это простое правило. Поэтому нельзя спонтанно отправляться в путешествие. Желательно отправиться в дорогу в воскресенье или во вторник. Помните, как пройдет понедельник, так и будет вся неделя. Поэтому в этот день лучше планировать свои дела на грядущую неделю, и все обязательно исполнится. Обдумайте все важные события, но не предпринимайте никаких важных шагов. И помните, для того, чтобы энергия Луны увеличилась, в понедельник благоприятно обращаться к Божьей Матери со своими просьбами, заниматься домашними и семейными делами. В понедельник удачно делать какие-либо покупки, в том числе покупать продукты питания. В понедельник всегда проявляйте заботу и внимание. Организовывайте семейные посиделки, девичники именно с полезными угощениями.
В понедельник достаточно хорошо укреплять здоровье водными процедурами, массажем, травами. Подойдет все то, что умиротворяет и восстанавливает наш организм. В понедельник также занимайтесь растениями, потому что Луна управляет именно земной флорой. Вы можете в понедельник и организовывать публичные мероприятия и быть социально активными. Что же можно делать в понедельник? В понедельник вы можете брать в долг, и это сделает прибыльной всю неделю. Кстати, это же касается и продуктов. Просто загляните в понедельник к соседу за солью или спичками, и прибыль будет с вами на протяжении 7 дней недели. Также в понедельник желательно посещайте стоматолога. И если ваш визит выпадает на убывающую луну именно в понедельник, то вы быстро забудете о нем, потому что все возможные неприятные последствия такой процедуры быстро пройдут. И наоборот, растущая луна затянет выздоровление. Запомните это простое правило касательно посещения стоматолога. Помните, что планировать в понедельник не только можно, но и нужно. Для вас понедельник должен стать вот таким вот неспешным, рассудительным, для того, чтобы разрабатывать стратегию на длительное время, чтобы взвешивать все за и против и принимать только правильные решения. И тогда вся неделя сложится удачно. Также вы можете принимать гостей, только будьте готовы потом всю неделю открывать свои двери, потому что вас будут ожидать визиты старых друзей, мало знакомых людей и даже тех, кого вы, возможно, не рады видеть. И для того, чтобы сопутствовала удача на протяжении всей недели, вы можете провести в понедельник простую практику для привлечения удачи. В первой половине дня, в понедельник, постарайтесь говорить время от времени следующие слова. И желательно произносить эти слова, стоя именно на правой ноге. А слова следующие: произойдет, осуществится, воплотится. И так тому и быть. Эти слова желательно, напоминаем, говорить до обеда. И желательно говорить несколько раз. То есть провели эту практику, например, едете в маршрутке или в общественном транспорте, стойте на одной ноге, да пусть на вас смотрит хоть весь мир и удивляется, зачем вы это делаете, и заново произносите эти слова. Не бойтесь понедельника, потому что понедельник не просто так был придуман в народе, в жизни, и вы можете использовать именно, как вы видите, понедельник, если вы будете правильно его использовать, правильно планировать свою жизнь, жизнь своих членов семьи, то для вас понедельник не просто станет тяжелым днем, как многие думают, а наоборот, он станет для вас удачным, плодотворным и будет толчком именно к прекрасной и, знаете, вот такой вот плодотворной неделе. Поэтому используйте наши советы, используйте наши рекомендации, и это вам обязательно поможет в жизни. Кроме того, если вы даже и не работаете, и не ходите на работу вообще, и для вас казалось бы, что в понедельник это день, какая разница, все равно попробуйте спланировать на целую неделю, именно в понедельник, заняться теми или иными задачами, но именно в понедельник. И вы посмотрите даже в вашей жизни, в быту, вы посмотрите, как ваша жизнь будет происходить совсем по-другому.